сложности возникали, ну, не знаю, в одном-двух случаях, наверное, из 100. Сейчас пользуются всеми параграфами, которые закон позволяет тому, чтобы или аннулировать ВНЖ, или сделать какую-то компликацию для того, чтобы получить. Нам уже аннулировали ВНЖ. Ты можешь поехать в какую-то либо угодную страну Евросоюза работать. Нет другого альтернативы. Но ты не исполнил цель своего бизнеса в Словакии. Это критично. Перспективы такого вида ВНЖ, они очень туманные. Было некое влияние извне, от таких стран, как Германия, Бельгия. Если ты хочешь поехать в Германию, делай себе А1. На другой стороне весов находится экономическая ситуация в стране. Настолько привыкли к тому, что вот эта чрезвычайная ситуация, она многие углы сглаживает, что я предвижу... Приветствую, друзья! Мы запишем 3 коротких, но очень практичных видео, касающихся вопроса продления вместе с нашим дорогим и любимым адвокатом. Первое видео будет о том, какая вообще сейчас ситуация по продлению ВНЖ по бизнесу в Словакии. Говорим, что изменилось, потому что за последний год очень много изменений. Во втором видео пройдемся по документам. И в третьем видео коснемся ситуации, когда документы уже поданы и что-то пошло не так. Так бывает. Всегда так бывает. Да. Так вот, значит, начнем мы с того, что какова текущая ситуация по продлению ВНЖ по бизнесу. Нужно заметить, что много лет, собственно, и получение ВНЖ, и продление ВНЖ по бизнесу был некий такой простой формальный процесс, когда сложности возникали, ну, не знаю, в одном-двух случаях, наверное, из 100. Да, то есть в основном полиция смотрела на этот процесс очень формально, документы есть, соответствуют, ну, как бы вот тебе ВНЖ, при продлении все соответствует, вот тебе продление. Но в прошлом году все изменилось. Они поменяли свою практику, можно сказать. Сейчас готовятся какие-то изменения в законе, но по факту они реально пользуются всеми параграфами, которыми есть. До этого момента они это не делали. Ну, они тоже же делают как-то апдейт у себя. И сейчас пользуются всеми параграфами, которые закон позволяет тому, чтобы или аннулировать ВНЖ, или сделать какую-то компликацию для того, чтобы получить продление или новое ВНЖ. Ну, мы можем отметить, что люди, которые в массовом порядке работают не в Словакии на основании ВНЖ по бизнесу, способствовали возникновению такой ситуации. Я думаю, что было некое влияние извне, от таких стран, как Германия, Бельгия, Голландия, которые поставили на вид словацкой полиции, что вот вы, значит, не дорабатываете. Слишком много ваших людей трудится на наших стройках и производствах. Как-то так, я думаю, это выглядело. Знаешь, был случай, когда люди ехали в Германию на машине, и у двух с них было А1, у одного не было. Вот этому третьему, то есть у которого не было А1, они ставили немцы депорт, то есть запрет. В момент сразу. Да, потому что они сказали, посмотрите, у нас А1, мы идем как будто на стройку, а этот третий не мог доказать, почему там с ними в машине. Они поняли, что он третий в этой группе, которая будет на стройке, и ему дали запрет только в Германию, то есть там на год ему дали запрет. И он даже не прошел границами, для него кто-то вернулся на машине, а этих двух отпустили. А1 что означает? Что ты имеешь возможность на какой-то период, максимально 12 месяцев, поработать в другой стране. Ну, командировка. Когда-то эту командировку полиция принимала достаточно нормально. Это было нормально. все официально? Да. Сейчас ищут эти командировки для того, чтобы аннулировать ВНЖ. Ну, то есть мы имеем дело с тем, что изменился глобальный тренд. То есть в рамках тех же законов полиция начинает их использовать чуть по-другому для того, чтобы вот, минимизировать, скажем так, такое количество. Скажем. 5 лет назад полиция говорила, если ты хочешь поехать в Германию, делай себе А1. Сейчас говорит, ты поехал на А1 в Германию, мы аннулируем тебе ВНЖ. Да. То есть они только поменяли то, каким образом выкладывают закон. Но закон в этом никак не поменялся. По факту А1 единственный альтернатив, каким образом ты можешь поехать где-то в какую-то либо угодную страну Евросоюза работать. Там нет другого альтернативы. То есть даже если, например, ты только на один день или на одну неделю поехал в командировку. Все равно должен оформить. Да, все равно должен оформить А1, потому что кое-что тебе может там случиться, ты под соцохрану и так далее.
А полиция даже за один день или за одну неделю, за один месяц, а один за весь год говорит, ну ты не исполнил цель своего бизнеса в Словакии, ты работаешь в других странах, не в Словакии, то есть мы тебя аннулируем ВНЖ. Даже при одном месяце отсутствия. Ну, таким образом, мы констатируем, что вот значительные изменения произошли в трактовках. Вот, поэтому можем констатировать, что полиция точно проверяет, началось это все с Братиславы, но постепенно распространилось на все отделения. При подаче документов на продление полиция автоматически ставит проверку, был у вас А1 или не был А1. Второй момент, с учетом того, что предполагается, что вы работаете с А1 где-то не на территории Словакии, полиция проверяет нахождение по месту регистрации. Особенно в Братиславе большие проверки, полиция пытается удостовериться, что вы находитесь. Если вас не застали 1-2 раза, все, буквально в течение 2 недель выйдет решение об аннулировании вашего ВНЖ. У вас будет время на апелляцию, но очень трудно такие дела оспаривать. Можно сказать, что туристика, которая была связана с адресом проживания, она как будто ее закрыли, эту линию, в том числе, что когда-то люди часто меняли. Например, ты пришел на подачу в Дунайскую среду, подался, потом полицейский тебе позвонил, сказал, ну посмотри, в этом общежитии уже нет достаточно свободных мест, принеси какую-то другую справку. Превышенный капацитет, Да. неси что-нибудь другое. Сейчас, если это скажут, ты знаешь, что у тебя проблем, потому что ты, если принесешь какую-то другую справку, они придут там на контроль, и там не найдут тебя на этом адресе. И уже начинается, ты не находишься на адресе, почему не там, где был, докажи, что был вообще в Словакии, потом А1 найдут, так ты на адресе не живешь, А1 ты работал где-то в Германии, сколько ты проживал в Словакии, ты не исполнил срок по проживанию 183 дня в Словакии по поводу 1 года, который у тебя есть ВНЖ. Ну, мы аннулируем ВНЖ, потому что ты не исполнил цель. Или пользовался ВНЖ не по той цели, которую ты заявил, получил. Да. То есть, собственно, так же, как в вопросе ненахождения по адресу, формулировка такая: предоставлены неправдивые сведения, на основании этого, собственно, возбуждается дело об аннулировании ВНЖ. Ну, ты знаешь, это не новый параграф. Он всегда был. Просто им кто-то... Новое прочтение. Я знаю, кто. Это Рядительство граничной студенческой полиции. То есть надзорный орган, он, так как делает надзор, знает, которые параграфы может каким образом пользоваться. Также у полицейских реально есть комментарий к закону. Их внутренний комментарий. Комментарий что означает? Что есть детальная информация. Да, трактование, детальная информация, который параграф каким образом надо читать и практиковать. И это не меняют. То есть параграф не меняется, просто то, как это читают. И это делает надзорный орган на основании решений, которые уже принял. То есть тебе, если нет у тебя опыта с надзорным органом, например, через адвоката, который подает эти апелляции, ты не знаешь, каким образом они это поменяли. Это потом, когда идешь в процессе выясняется. Да, выясняется. Второй очень важный момент, критичный, я бы сказал, который не был в прошлом, это изменение с 15 января с точки зрения медстрахования. Было совершенно нормальным практикой в прошлом, что можно было 2-3-4 месяца не платить, потом прийти заплатить. Самое главное, чтобы на момент продления не было задолженности. В чем разница? Что до изменения у тебя страховка была. Просто с долгом. Был долг, но ты как бы не обращал на него внимания. А сейчас долг есть, страховку аннулируют, это означает, что ты в каком-то периоде нет страховка. А если нет страховка, ты не выполнил параграфы по закону иностранцев. Да. Соответственно, пожалуйста, обращайте внимание, если у вас есть приложение страховой компании, обращайте внимание, ставьте себе напоминания, платите вперед, потому что это критично. Если вы просрочили, вам страховая аннулирует договор, вы его можете возобновить, но вот этот пробел, если он до месяца еще как-то реально закрыть какими-то другими страховыми компаниями, но если он больше 2-2,5 месяца, то придется изыскать какие-то такие нестандартные схемы для того, чтобы брать страховку в других странах. Ну, то есть все это такой головняк, который, собственно, нужно избежать. Знаешь, самая большая проблема, что ты просто не можешь поменять время, когда случилось это. Да, ты мог повлиять на неделю, может быть, на 2, но ты как оправдаешь, что у тебя не было 3 месяца страховки? А ты даже не знаешь, ты сам не знаешь, которого числа тебе аннулировали страховку. Ты, окей, я не оплатил апрель, но они мне могут аннулировать страховку 9-го,
потому что до 8 должен оплатить, или 25 апреля. То есть ты даже не знаешь, когда тебе эту страховку аннулировали. Ну, то есть этот момент очень важный, поэтому если раньше можно было на это внимание не обращать, то сейчас это обязательно нужно следить и более тщательно понимать и выполнять обязательства нас как иностранцев. Да, тоже изменение с прошлого, которое было, это что когда-то ты мог податься на ВНЖ, но не должны были никакие быть долги. Сейчас сделали, что если ты подашься на ПМЖ, то есть и на ВНЖ, и на обновление, в рамках 20 дней ты должен закрыть этот долг. Но ты если не знаешь об этом долге, что у тебя есть какой-то долг, то как можешь его закрыть? А если ты не успел в рамках 20 дней его закрыть, то автоматически они отказывают от твоего заявления. Они мало того, что отзывают, ну, то есть отказывают в продлении, они еще и вполне реально могут начать дело об аннулировании ВНЖ, как у нас было вот в прошлый раз. То есть ты реально в такой ситуации, тебе лучше оплатить на месяц заранее. Ты реально можешь страховочная компания оплатить на месяц заранее. Также мы можем отметить, что есть другие некоторые моменты, которые тоже, скажем так, усложняют жизнь иностранцам при продлении. Социальная страховая перестала указывать ИЧО в подтверждение об отсутствии задолженности, стала указывать родные числа. Не все полицейские эту бумагу принимают, соответственно, часть из них пытается как-то выудить из вас бумагу с ИЧО. Социальная вам такой не дает, это тоже какой-то такой тупик. Знаешь, в чем проблема? Что если у тебя нет регистрации в социальной поиске, то полицейский в своей внутренней системе тебя не может найти. То есть он что делает? Он пробивает тебе страховку и пробивает социальную поисковню. И в страховке пишет, да, есть, нету по родному числу, без разницы. А при социальной поисковне пишет, нет зазнан. Это означает, что ты вообще не регистрирован, потому что социальные поисковни ты регистрирован только тогда, когда оплачиваешь. Ты начал платить. То есть, например, ты если работодатель, и у тебя, например, уже нет работников, социальная поисковня тебя автоматически аннулирует доступ к этому. То есть каждый раз, ты, когда хочешь кого-то нанять, ты должен регистрироваться, если уже регистрация не работает. То есть, почему они поменяли народное число? Потому что родное число это привязано к физлицу, а ИЧО привязано к какому-то юрлицу. То есть тебе делают сейчас профиль физлица, но полицейский не видит регистрацию в системе, потому что ты не регистрирован, у тебя не возникла оплата по... Ну, тут, да, тут мы рекомендуем тем, кто к нам обращается, обязательно перед подачей запросить подтверждение в социальное страхование. Если вы никогда не подавали до этого отчетность туда, не платили, то вас там нету. Да? Чтобы вы там появились, вы должны запросить официально подтверждение, и тогда вас социальная страховая внесет в свой реестр. Она реально пишет, вот к этому лицу у нас нет никакого зазнана. Мы не знаем, кто это такой. Да. Тогда означает, что ты не регистрирован. Тогда полиция приостанавливает, пишет там письмо, что, слушай, вот иди разберись своими отношениями в социальной страховой, потому что они тебя не знают. Да. Может быть, у тебя есть долг. И тогда, собственно, все приостанавливается, и это вызывает необходимость совершать какие-то дополнительные действия. Возьми так, что если все ИПшники будут проливаться на ВНЖ, все равно они должны показать оборот из ИП в сумме, которая уже налогом облагаема в связи с социальной поисковней. Я думаю, что к этому все равно все придет. И, собственно, финальный, наверное, момент, который тоже хотелось бы отметить, это присутствует не во всех отделениях, но в некоторых отделениях при подаче вас попросят заполнить анкету о вашей деятельности, предоставить сведения о вашей деятельности, какой у вас оборот, какие у вас контрагенты, чем вы занимаетесь. То есть по всем фронтам идет такое давление, чтобы если у вас, скажем так, что-то притянуто за уши, то к вам возникает все больше и больше вопросов. Таким образом, полиция, она вот этот тлак, вот это давление начинает оказывать на вас, чтобы вы постепенно либо переходили на рабочий ВНЖ, либо уже собственно, переходили, может быть, на форму СРО. И вообще в целом, с учетом этих тенденций, я бы сказал, что перспективы такого вида ВНЖ, как по бизнесу на основании ИП, они очень туманны. То есть мы можем прийти к тому, что через год, два, три несут какие-то дополнительные изменения, которые, скажем так, сделают пребывание на этом виде каким-то таким очень сложным. Это непонятная ситуация, потому что на одной стороне тудинская полиция не хочет продлевать,
не хочет давать ВНЖ, но на второй стороне нет людей, которые бы работали. А даже если бы работали по трудовому контракту, оплачивали все соцуслуги, налоги и так далее, связанные с государством, процесс так сложный, что вообще-то неинтересно это. Да, на другой стороне весов находится экономическая ситуация в стране, вот, и как будто бы, если бы был некий платеж, который каждый ИПшник, продлеваясь, там, ну, не знаю, уплачивает, да, в бюджет Словакии, может быть, это было бы на самом деле хорошо, потому что там, если там 100-200 тысяч ИПшников, какой-то там платеж, там, 500 тысяч, то это, ну, в целом для Словакии это вполне себе хорошие деньги. Знаешь, в таких случаях, когда ты просто не знаешь, какая ситуация у тебя будет с полицией, хорошо, чтобы у тебя была какая-то там юридическая поддержка. Потому что достаточно часто мне сейчас звонят клиенты, которые говорят, нам уже аннулировали ВНЖ. Как так? Но у них не было полномочий адвоката в деле. Вот в прошлую неделю был у меня клиент, который говорит, ну я 2 года не подавался на продление. 2 года. То есть у него карта уже не работает, сам не знает, есть ли ВНЖ в силе, не в силе, сам не знает, если уже ему депор не сложили, или какой-то там запрет не сложили. Я писал письмо, взял от него полномочия, в связи с зонтиком, отправил в полицию, и мне звонит полицейский по телефону. Так странно, я ждал конверт какой-то, знаешь, в бумажном формате. Мне задали вопрос, в силе его карта или нет. А полиция звонит и говорит мне, полицейская говорит, посмотрите, карта, она фактически не в силе. Но так как временное убежище пока идет процесс чрезвычайной ситуации, да. чрезвычайной ситуации, мы можем ему выставить подтверждение во формате карты, чтобы он как будто мог остаться в Словакии. Я говорю, окей, если ВНЖ не аннулировано, и я не требую это по статусу временного убежища, могу податься на продление? Она говорит, да. Но знаешь что? Они могли до этого момента аннулировать. Если бы они сказали, что нет, мы аннулировали его ВНЖ, то это означает, что он находится нелегально в стране. Да. Если бы мы поехали в полицию, они бы сразу ему дали депорт. Депортация. А так, как будто он, окей, просроченная карта, но она в силе, потому что чрезвычайная ситуация. Если бы не было чрезвычайной ситуации, это на 100% нарушение закона, там от 3 до 10 лет может получить запрет во всей Евросоюз. То есть, если бы у него было, например, полномочия от адвоката до того, когда я начал заниматься этим делом, а я бы получил решение об аннулировании, мог бы оспорить, мог бы подать апелляцию против этого. То есть, у нас бы была информация полная. А у него, знаешь, фиктивный юрадрес, карточка не работает, паспорт потерял. То есть, реально никаких документов нету, страховку не оплачивает, ничего не делает, просто где-то находится где-то в пространстве. Хорошо, что не поехал в полицию. Ну, вот тут как бы нужно отметить, что это очень важный момент, что мы за эти годы, начиная с ковида, настолько привыкли к тому, что вот эта чрезвычайная ситуация, она многие углы сглаживает, что я предвижу, что в следующем году, когда она, скорее всего, закончится, да, через год в марте, то для многих будет шоком, потому что огромное количество людей сюда приехало во время действия этой ситуации, и для них это, ну, некое естественное влияние. Они не помнят те времена, когда если ты не подался, пока твоя карта действует, то у тебя просто нет ВНЖ. Нету, просто все. Оно закончилось, все, да. То есть для для большинства людей эта ситуация просто как бы, ну, непривычная и даже непонятна. И многие с этим, я думаю, что столкнутся. Таким образом, вот в этом видео мы хотели осветить, как выглядит, ну, ситуация на сейчас, а в следующем пройдемся по уже конкретным документам. Единственное, что хотел бы добавить, что все случаи уникальные. Если даже у вас были какие-то вот из наших перечисленных в этом видео действий, там А1 или что-то еще, или там долги по медицинской страховке, но вам предстоит продление, то в каждом конкретном случае нужно разработать свою некую, ну, линию поведения, стратегию, зависит от того, сколько осталось до ПМЖ, есть ли другие члены семьи, есть ли вариант куда-то перейти. То есть нужно вот это все обсуждать, потому как, ну, нет какого-то типового решения. Нужно смотреть конкретную ситуацию каждого человека. Должно было бы быть, но так как каждая ситуация — это административное дело, самостоятельно, в котором орган должен рассматривать
по факту связи с этим участником конания, это особа, которая подает заявление, все всегда индивидуально. И все решения административные, они индивидуальные. Ну, просто вопрос другого параграфа только. Друзья, спасибо, и в следующем видео мы продолжим.